Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Сегодня мы с вами продолжим готовиться к празднику и сделаем символ 2023 года – кролика, ну или зайца, кому как больше нравится. Раньше я всегда считала, что бывает только год кролика, но буквально пару лет назад узнала, что год кролика – это же и год кота. Поэтому в следующем видео я обязательно покажу, как сделать милейших котиков. А пока вернемся к кроликам. Делать их мы будем, объединив две ваши любимые техники – лепка из папье-маше и красота из мусора. Не будем больше тянуть, давайте приступим к работе. Для начала нам понадобятся любые лампочки накаливания. И лучше, конечно же, брать перегоревшие. Да, вот он тот самый мусор, который мы превратим в красивые игрушки. Лампочки можно и нужно брать разных размеров. Пока вы видите обычные классические, но чуть позже я покажу маленькие кругленькие. Лампочки покрываем спонжем, белым акриловым грунтом в 1 или 2 слоя. Этот этап можно пропустить, но я рекомендую грунт все-таки использовать. Он даст лампочкам не стопроцентную, но все же защиту, на тот случай, если вы их случайно уроните. Да и сцепление папье-маше с лампочками после покрытия их грунтом будет в разы лучше. После того, как грунт высохнет, нам понадобится масса папье-маше. Я буду использовать самодельную. Ссылка на рецепт, подсказки и в описании под этим видео. Кроме папье-маше можно использовать любую самоотвердевающую массу для лепки. Также нам понадобится крахмал. Он нужен для того, чтобы масса меньше липла к рукам. И обычная вода. С ее помощью мы будем склеивать детали между собой и выравнивать поверхность. Отщипываем от массы 2 одинаковых небольших кусочка. Сначала катаем из них шарики, а дальше превращаем эти шарики в колбаски. Колбаски расплющиваем и приклеиваем к основанию лампочки. Сейчас мы будем формировать на лампочке, а точнее на ее цоколе, шапку-ушанку. И эти расплющенные колбаски, как вы уже догадались, будут ушами. Место приклеивания деталей из папье-маше обязательно смачивайте водой, чтобы они хорошо держались. И поверхность деталей тоже совсем немного смачивайте водой и выравнивайте пальчиком или мягкой кистью. Берем кусочек массы побольше, катаем его в колбаску, расплющиваем и оборачиваем им цоколь лампочки, формируя верх шапки. Все стыки сглаживаем и выравниваем поверхность. Из еще одного кусочка массы делаем отворот, но его мы просто приклеиваем к шапке с лицевой стороны и сглаживаем только нижний стык, чтобы получился именно отворот. Бока и верх не трогаем. Первый головной убор готов. Возьмем вторую лампочку и наденем на нее колпак Санты. Отщипываем кусочек массы, расплющиваем и оборачиваем им цоколь лампочки, формируя вытянутый конус. Верх колпака опускаем и придаем ему красивый изгиб. Самый кончик заостряем и немного его приподнимаем. Из еще одного кусочка массы катаем длинную колбаску, расплющиваем ее и формируем отворот шапки. Стык снова сглаживаем только с нижней стороны. Катаем маленький шарик, делаем из него помпончик и приклеиваем помпончик на самый кончик колпака. Следующую лампочку оденем в шапку с 2 помпонами. Отщипываем кусочек массы папье-маше, раскатываем его в колбаску, расплющиваем и оборачиваем им цоколь лампочки. Желательно нижний край лепешки сразу выровнять, например, прижав ее к столу, и только после этого оборачивать цоколь. Так край шапки получится ровным. Не забывайте смачивать цоколь лампочки водой, чтобы масса хорошо прилипала к основе. Формируем шапочку вытянутой прямоугольной формы.
Катаем два маленьких шарика и аккуратно приклеиваем эти два помпончика на шапку. Места соединения промазываем влажной кистью. И не пугайтесь, сначала шарики, естественно, будут держаться плохо. Ваша задача просто их зафиксировать на месте, так, чтобы они не упали. А вот после высыхания детали приклеятся намертво. Нет, конечно, их можно будет отломить, если применить силу, но это уже не в счет. Ну и покажу на видео еще одну супер простую шапочку. Даже не знаю, как правильно ее назвать. Наверное, а-ля клош. Это такая шляпка в форме колокольчика. Обычно она не такая высокая, но у нас будет такая. Отщипываем кусочек массы папье-маше, расплющиваем и оборачиваем им цоколь лампочки. Верхнюю часть скругляем, а снизу формируем небольшие поля. Мои поля в итоге для красоты пошли волной, и клош превратился в высокую панамку. Но здесь вы сами себе модельеры и сами себе дизайнеры. Создавайте такие образы, которые нравятся именно вам. Прежде чем отправить все фигурки на просушку, аккуратно вставьте в их верхушки петельки для подвеса. Их можно скрутить из проволоки или использовать покупные пины. Если вы не хотите делать петельки, то хотя бы сделайте отверстия, в которые потом вклеите веревочки. После высыхания масса будет очень твердой, и этот этап работы сделать будет очень сложно. В некоторых местах я подкорректировала форму шапок, а точнее сгладила неровности после высыхания. И сглаживала я их новым замесом массы из более белой туалетной бумаги, поэтому цвет и отличается. Вариантов головных уборов у меня получилось больше, чем я показала на видео. Я сделала и кепку, и соломенную шляпку, и шапку-боярку. Главное, я показала вам принцип лепки. Дальше все зависит от вашей фантазии. В сегодняшнем видео я буду использовать лишь часть лампочек. Из них мы сделаем кролика. А вот кого я сделаю из оставшихся лампочек, вы узнаете в одном из следующих видео. Отщипываем два одинаковых кусочка папье-маше, катаем из них вытянутые капельки и формируем кроличьи ушки. Ушки приклеиваем к лампочке так, чтобы они свисали из-под шапочек. Места соединения ушек с шапочками как следует сглаживаем. Лампочку не забываем смачивать водой, и ушки не просто приклеиваем к тушке, а придаем им форму. В каких-то местах выгибаем, а в каких-то приподнимаем. Хочу напомнить вам о подписке. Если вы до сих пор не подписались на мой канал, то самое время это сделать. И не забудьте нажать на колокольчик, тогда вы точно не пропустите мои новые видео. А еще можно поставить лайк этому видео и написать какой-нибудь комментарий. Мне будет очень приятно. Отправляем кроликов на просушку, чтобы при дальнейшей работе не повредить им ушки. Я оставила их на ночь. Кстати, сушить кроликов удобно в лотке от яиц. Теперь возьмем простой карандаш и нарисуем кроликам мордочки. Делаем большие носики, рисуем точки-глазки и ротик. В принципе, сейчас нас интересуют только большие носы, потому что дальше мы снова берем массу папье-маше и эти самые носики лепим. Даем носикам чуть-чуть подсохнуть и катаем из массы папье-маше шарики. Из шариков делаем кроликам хвостики и оставляем малышей на просушку. После того, как все детальки полностью высохнут, проверяем, насколько прочно приклеились к основе все хвостики и носики. Те, которые отлетают, приклеиваем на любой полимерный клей. И также вклеиваем с помощью полимерного клея все подвесы. Оставляем на просушку и переходим к грунтовке. В последнее время я часто использую вместо акрилового грунта вот такую акриловую фасадную краску. Покупала ее в Леруа. Стоит такая баночка около 200 рублей, что на самом деле совсем недорого.
А нравится она мне тем, что, во-первых, после высыхания она очень прочная, а во-вторых, она матовая. И по матовой поверхности намного удобнее делать карандашный набросок. Итак, грунтуем всех кроликов в 1 или 2 слоя кисточкой или спонжем. Кисточкой предпочтительнее, так как от спонжа поверхность получается немного бугристой. И не пытайтесь загрунтовать всех кроликов сразу целиком. Лучше это делать в 2 захода. Сначала кролики, потом шапочки. Даем грунту высохнуть, берем простой карандаш и прорисовываем все детали. Мордочку, одежду, лапки, морковку. На карандаш сильно не нажимайте, иначе он будет виден даже сквозь краску. Если где-то что-то нарисовали неправильно, аккуратно стираем карандаш ластиком. А дальше берем акриловые краски и раскрашиваем наших малышей. Сначала молочной краской, ну или белой, раскрашиваем самих кроликов. Потом определяемся с цветом одежды и аккуратно раскрашиваем кофточки, штанишки и шапочки. И каждый цвет лучше наносить в 2 слоя с обязательной промежуточной просушкой. Так цвета получатся плотными и насыщенными. И придерживайтесь принципа от большего к меньшему, то есть начинайте с больших деталей, постепенно переходя к мелким. Еще одна моя рекомендация – не используйте для контура черный цвет, отдавайте предпочтение коричневым оттенкам. Так работа получится нежнее, и любые недочеты будут меньше бросаться в глаза. А черный цвет можно использовать точечно, чтобы выделить какие-то определенные детали. На светлом фоне контур лучше рисовать коричневой краской, а на темном фоне контур можно рисовать белой краской. Чтобы игрушки смотрелись еще интереснее, добавьте в свою работу как можно больше мелких деталей. Веснушки, пуговки, строчка на одежде. Все это делает образы ярче и запоминающиеся.
В завершении игрушки нужно покрыть акриловым лаком. Глянцевым или матовым на ваше усмотрение. Мне в таких работах больше нравится использовать глянцевый лак, так как с ними игрушки выглядят стеклянными. Для примера я покрыла лаком только одного кролика, так как на видео лакированные игрушки очень сильно бликуют и снимать их неудобно. Но позже, естественно, все кролики будут залакированы. Года 2 назад я вам уже показывала игрушки из лампочек. Ссылка на тот мастер-класс будет в подсказке и в описании под этим видео. Сегодняшние кролики дополнили мою лампочную коллекцию и в ближайшее время отправятся на новогоднюю елку. На мой взгляд, такие игрушки не то что не хуже, они намного лучше покупных. Делать их очень интересно, а образов можно напридумывать целую кучу. И в этом году, как вы поняли, лампочную тему я не закрываю. Совсем скоро вы увидите продолжение этой истории. Ну что ж, надеюсь, мои милейшие кролики вам понравились, и вы тоже сделаете себе похожих малышей. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк этому видео, напишите какой-нибудь комментарий и, конечно же, подпишитесь на мой канал. Потому что все видео я делаю только и специально для вас. А на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем всего самого доброго. Люблю вас всех и обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока.